Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя. Друзья, мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня в этом видео уделим народным приметам на 23 мая. Поговорим о том, что нас ждет по народному календарю, какой сегодня народный праздник, что можно делать в этот день, что нельзя делать в этот день 23 мая, а также дадим советы и рекомендации на этот день. Далее, друзья, все более подробно в этом видео. Итак, 23 мая, друзья, церковь чтит день памяти святого апостола Симона Зилота. Святой Симон был сыном святого обручника Иосифа и родился в городе Кана, и в честь этого его называли даже канонитом. Являлся одним из 12 апостолов и был братом по плоти Господа. Первым чудом, которым наградил Господь канонита, было на пире в собственном доме. Не доставалось вина людям, и Господь претворил воду в вино. После увиденного Симон уверовал в Господа Бога и последовал за ним. Апостолу выпала возможность проповедовать учение Господне в Британии, в Латвии, в Иуде и даже Египте. Всю свою жизнь он посвятил вере и проповедованию, помогал, учил и наставлял христиан на путь Божий. Погребен святой был в городе Никопсии. В народе названия пошли в честь Дня Святого, День Симона Зилоста или попросту Семик. В старые времена считали, что 23 мая не стоит тревожить землю. Наши предки очень боготворили святую землю, и в этот день, в день именин земли, относились с максимальным уважением к ней. Поэтому сеять, пахать, взрыхлять и даже вбивать колья для винограда считалось большим грехом для крестьян. Это касалось всего, кроме пшеницы. Пшеницу ассоциировали с золотом, поэтому старались в этот день не тревожить землю. Все просто. Земля сегодня обязательно должна была отдохнуть, иначе была непослушная вовсе в предстоящем году. Утром народ мог всей семьей пройтись по земле босыми ногами. Считали, что так земля делится своей силой, мощью и крепостью. В некоторых регионах отмечали так называемый девичий праздник. Данное событие было посвящено Нептуну, и это далеко не просто так. Женщины брали самое большое корыто в селе, набирали в него максимальное количество воды, в воду летели все различные лечебные травы для здоровья, красивые цветы для молодости. И в конце женщины, которые были прекрасно одеты в красивые новые наряды, окунались в эту воду. Они ели руками, пили и пели веселые песни на открытом воздухе и под открытым небом. Все это длилось допоздна. Еще одним из обычаев данного дня был поиск клада. Святой Зилот был покровителем кладоискателя, а его имя Зилот ассоциировали с золотом и проводили между ними какую-то невиданную связь. Поэтому сегодня можно было встретить многих, кто пытал надежды в поисках невиданного и святого клада. Но и не стоит сегодня кладоискателей путать с теми, кто ходит по лесам, степам и полям, собирая различные травы. Травы действительно различные и пользовались популярностью на то время. Народ использовал их для изготовления лекарств, настоек и различных обрядов. Им приписывали великую целебную силу. По народным приметам, перед тем, как идти в лес за травами, люди обязательно тщательно мылись и одевали чистую или даже новую одежду. Староверы и вовсе срывали найденные травы через платки и полотенца, лишь бы не пачкать своими грязными руками. А после того, как собранные травы были в авоське, нужно было помолиться и попросить обязательно благословения у земли. Сегодня обращали пристальное внимание и на веники. Их нужно было обязательно почистить, помыть, а если есть надобность, то и вовсе заменить. Веник не должен быть стоять на виду, а уж тем более в каких-либо комнатах. Народные приметы сулили плохие вещи, особенно если веник оставляли или забывали у кровати детей.
Такое халатное обращение с ним плохо сказывалось на здоровье ребенка и могло затянуться в долгую болезнь. Иногда наши предки подвешивали веники к потолку, лишь бы сэкономить место в доме. В этот день веник мог легко упасть на голову человеку и указать тем самым на то, что человек пришел к вам в дом с плохими и негативными намерениями или даже мыслями. Сегодняшний дождь мог предвещать только дождливое лето, а ветер во время этого дождя – приятную теплую весеннюю погоду. Про теплый солнечный день рассказывали пчелы. Они с раннего утра уже старались, суетились и летали все с приподнятым и бодрым настроением. В преддверии дождя многие звери не могли успокоиться. Кроты засыпали свои норки, а птицы пели громко и продолжительно, как никогда. Как и говорили ранее, сегодня строго-настрого был запрещен физический труд на огороде. Люди обходили его и даже не смотрели в его сторону. Но в то же время боготворили землю и просили у Бога дать ей сил уродить богатый урожай и накормить их семью, уберечь от голода. К сегодняшнему дню у людей должно было быть все чисто, убрано и по полкам расставлено. Запрещалось сегодня разводить бардак внутри дома. Дело в том, что наши предки плохие дела или настрой переносили и ассоциировали со своей реальной жизнью. Если не следить за состоянием своего дома сегодня, то хаос начнется у вас в жизни. Отсюда и пошла поговорка «бардак в доме, бардак и в твоей голове». 23 мая по традиции незнакомцев не пускали в помытый и чистый дом. По возможности народ старался оставить у себя в загашнике немного денег. Во-первых, это учило их экономить и стараться иметь при себе всегда деньги. А во-вторых, существовала народная примета, что это поможет не обеднеть к следующему году. Повсюду люди рвали лечебные травы, а детей, наоборот, старались отгородить от данного занятия. Существует поверье, что сегодня нельзя рвать лишние растения, а такие действия могли привести к обиде со стороны земли. По рассказам, земля могла принести даже неурожай семье. Во избежание этого люди молились, просили дать их земле сил и плодородия. Также не стоит сегодня ссориться. Трижды подумайте, прежде чем отвечать на негатив или вступать в словесную перепалку. Именинниками сегодня у нас 23 мая являются Георгий, Куприян, Анисим, Симон и Таисия. Также, друзья, в этот день сон, приснившийся, может исполниться через 7-10 дней. Если в это время сон не сбылся, то, знаете, он и не сбудется. Также в этот день, 23 мая, наши предки знали, что нельзя оставлять кошелек пустым, чтобы не обеднеть в последующий год. Также нельзя было и прятать деньги, иначе наши предки знали, что деньги можно скоро найти и таким образом лишиться своих накоплений. В этот день не стремитесь потратить много денег или совершать какие-то крупные покупки, потому что это будет к бедности и придется влезть в долги. Наоборот, в такой день следует постараться во всем экономить, потому что это принесет удачу в финансовой сфере жизни. Также постарайтесь в этот день не оставлять в доме хаос, грязь и разбросанные вещи. Нужно наоборот все разложить по местам, провести уборку, смахнуть пыль. В работе и деньгах будет тогда и порядок, и благополучие. Также в этот день, 23 мая, ни в коем случае нельзя пересаживать растения. По народным приметам растения не смогут прижиться на новом месте. Вот такие, друзья, у нас с вами народные приметы на 23 мая. Ну а далее, друзья, у нас с вами лунный календарь на 23 мая. По лунному календарю, друзья, нас с вами ожидает 22 и 23 лунные дни. Убывающая луна в знаке зодиака Рыбы. Обращаем внимание, что сегодня день мудрости и постижения новых знаний. Особенно сильно проявление умственных способностей. И любые знания легко усваиваются. В этот день вы можете узнать новое о мире и, возможно, о себе. Вам может открыться тайное знание сути, могут прийти в голову новые идеи и свежие
оригинальные решения. День считается весьма неблагоприятным для начала любых дел, особенно серьезных и тех, которые имеют для вас большое значение. Приготовьтесь сегодня к тому, что информация будет обрушиваться на вас сплошными потоками, и вы должны сквозь эти лавины интуитивно услышать, уловить только самое важное, нужное, что имеет непосредственное отношение к вашей жизни. Это знаки, которые посылаются энергетикой этого дня, и они помогут вам правильно сориентироваться в сложившейся обстановке. Они подскажут, как действовать в будущем. Вы будете постоянно чувствовать обострившуюся интуицию, которая поможет вам в поиске правильного и нужного пути. Имейте в виду, что в этот день нужно слушать себя, чтобы вскрыть тайники своего сознания. Возможно, вам откроются такие знания, которыми нужно будет обязательно поделиться с окружающими. Знайте, что в этот день только поддерживается передача любого опыта, поэтому постарайтесь сделать это без всякой чванливости и заносчивости, потому что они не впишутся в положительный фон этого дня. Желательно в этот день попрактиковаться в исторических поисках и исследовании собственных корней, проводить архивные работы. Что же касательно стрижки волос, то если вы найдете сегодня время для визита к мастеру, то знайте, что скоро прибавите в весе. С другой стороны, стрижка будет способствовать улучшению вашего финансового положения. Стрижка в этот день будет достаточно удачной и наполнит ваши волосы положительной энергией. Но только в том случае, если вы предпочтете привычные прически экспериментам. Вы не только будете довольны своим видом, но и улучшите свое здоровье. Также этот период хорошо подходит для наращивания волос, но будет более удачным выбор однотонных палитр. Результатом будет то, что никто не сможет заподозрить волосы в ненатуральности. Посещение парикмахера вызовет череду неприятных событий. Все сложные вопросы дома и на работе разрешатся, оставив вам только хорошее настроение. Что же касательно окраски волос, то окраска натуральными красителями в натуральные цвета улучшит ваше материальное положение. Прическа будет простой и не слишком вызывающей. Также нужно сегодня причесываться раз в 3 сутки. Также обращаем ваше внимание, что приобретенные знания сегодня можно использовать только во благо, иначе они, к сожалению, могут обернуться против вас. Вот такой у нас с вами, друзья, день 23 мая по лунному календарю. С вами, как всегда, был канал Эзотерика для тебя. Друзья, обязательно подписывайтесь на наш канал, подписывайтесь на наш телеграм-канал. Ссылка на телеграм-канал, друзья, в описании к этому видео. Обязательно ставьте лайк этому видео, поделитесь этим видео с теми, кому вы знаете, что это видео и эта информация будет полезна и важна. Друзья, ну а прямо сейчас на экране видите 2 прямоугольника. Это следующие рекомендованные видео для вас. Нажимайте на то видео, которое вам больше интересно понравилось, и смотрите, там много полезной для вас информации. Всех вам благ, друзья, услышимся уже с вами в следующем видео.